Вы прилетаете в Испанию летом, на улице плюс 38, пляжи переполнены, а в ресторанах очередь. И испанцы вокруг говорят такие фразы, которых не найдешь ни в одном учебнике. И вот здесь начинается самое интересное, потому что если весной вам хватало знать, как обсуждать погоду с испанцами, то летом появляются совсем другие темы. Жара, отпуск, пляж, путешествия, террасы, фестивали, еда и туристы. Именно поэтому сегодня я собрала для вас эту подборку испанских слов и выражений, которые вы действительно услышите летом в Испании. Если вы попали на мой канал впервые, самое время подписаться и нажать на лайк. А я продолжаю. Лето в Испании начинается очень быстро. Еще вчера вы спокойно гуляли вечером, а сегодня выходите из дома в 2 часа дня, и возникает ощущение, что вас кто-то засунул в духовку. Именно поэтому летом в Испании испанцы говорят намного чаще, чем зимой и даже весной. Первое выражение, которое вы гарантированно услышите здесь летом. Hace un calor que mata. Дословно такая жара, что убивает. Конечно, никто никого не убивает, но когда на улице плюс 38, а кондиционер в машине сдался еще вчера, эта фраза начинает звучать очень убедительно. Причем испанцы ее используют постоянно. Иногда достаточно, чтобы температура просто поднялась чуточку выше обычной нормы. И кто-нибудь обязательно скажет «Hace un calor que mata». А через несколько часов начнется следующая стадия, когда вам становится жарко уже не вокруг, а лично вам. И тогда появляется фраза «Estoy asado» или «Estoy asada». Я уже запекся, как курица в духовке или как кусок мяса на гриле. Как турист, который решил пройтись пешком по центру Севильи в 3 часа дня. Именно так испанцы часто описывают состояние, когда жара начинает ощущаться уже физически. Но бывает ситуация еще более интересная. Жара есть, солнце есть, а воздуха нет вообще. И тогда вы услышите следующую фразу. No corre ni una gota de aire. Ни малейшего ветерка, ни одного движения воздуха. Летом эта фраза звучит особенно часто внутри городов, где асфальт и здания начинают удерживать тепло. Именно после таких дней испанцы начинают искать одно место. Estamos a la sombra. Мы в тени. Если вы проведете лето в Испании, то очень быстро вы заметите, местные люди умеют находить тень с точностью профессионального снайпера. Терраса только в тени. Парк только под деревом. Пляж только под зонтом. Именно поэтому фраза «Vamos a la sombra» «давайте в тень» вы будете слышать очень часто. А когда жара держится несколько дней подряд, в разговоре появляется еще одно классическое выражение. Menudo calor. Ну и жара. Но здесь важно не само значение, а эмоция, потому что слово menudo испанцы используют, когда хотят подчеркнуть впечатление. Именно поэтому menudo calor звучит намного эмоциональнее, чем просто hace calor. А потом наступает момент, когда испанцы вокруг начинают сравнивать все вокруг с одним и тем же предметом. Esto es un horno. Это духовка. Так могут сказать про квартиру, машину, автобус, офис, улицу, даже про лифт. Потому что летом в Испании иногда действительно возникает ощущение, что температура существует отдельно, а здравый смысл отдельно. И если жара становится слишком серьезной, то появляется уже не разговорная фраза, а вполне официальная. Hay alerta por calor. Объявлено предупреждение из-за жары. И если вы живете в Испании, очень настоятельно советую обращать внимание на такие предупреждения правительства. Потому что летом некоторые регионы Испании регулярно получают предупреждения из-за экстремально высоких температур, которые чреваты на запреты по разведению костров, барбекю, перекрытыми дорогами и забитыми пляжами. Особенно это касается Андалусии, Мурсии, Экстремадуры. И, наконец, моя любимая летняя фраза. Когда человек уже просто перестал бороться с обстоятельствами. Бой ачичаррадо или бой ачичаррада. Я уже весь поджарился. Или буквально я иду полностью поджаренной.
Очень разговорное выражение, очень испанское, очень полезное, потому что летом в Испании вы его услышите как минимум несколько раз. И если вы решите гулять по городу после обеда, возможно, вы сами ощутите его на себе. Но жара — это только начало, потому что настоящее испанское лето начинается не тогда, когда становится плюс 35, а тогда, когда все одновременно решают поехать на море. И вот там появляется целый набор слов и выражений, которые вы будете слышать каждый день. Давайте отправимся на пляж. И вот теперь начинается то, ради чего многие вообще приезжают в Испанию летом. Море, пляж, солнце и бесконечные разговоры о том, куда поехать. На каком пляже меньше людей и где сегодня лучше вода. И первая фраза, которую вы услышите еще до того, как выйдете из дома: «Vamos a la playa?» «Пойдем на пляж?» Казалось бы, ничего сложного. Но если провести в Испании все лето, то вы поймете, что это не просто предложение, это практически национальный летний ритуал. Особенно по выходным. Но дальше начинается реальная жизнь. Вы приезжаете на пляж, долго еще ищете место, где припарковаться, смотрите по сторонам, и кто-то обязательно произносит «Está hasta arriba». Дословно заполнено до самого верха. По смыслу битком, переполнено, людей слишком много. И летом это слово в Испании используют не только когда говорят про пляжи. Мы так говорим про парковки, про торговые центры, про дороги. Но именно на пляже вы ее услышите чаще всего. А если людей становится еще больше, испанцы переходят на следующий уровень возмущения. No cabe un alfiler. Иголку негде воткнуть. Очень испанское выражение, очень образное и очень полезное, потому что летом его можно услышать на пляже, на концерте, на фестивале, в центре города. То есть свободного места нет вообще. Но количество людей — это не единственное, на что стоит смотреть и обращать внимание на пляже. Есть еще одна фраза, которую очень желательно понимать сразу. «Hay bandera roja» — красный флаг. И здесь уже не про разговорный испанский. Это про вашу безопасность. Потому что бандера роха означает, что нельзя купаться вообще. Обычно такие флаги в Испании вывешивают из-за сильных волн, течения, плохих погодных условий и в последнее время из-за медуз и даже акул в некоторых регионах Испании. Поэтому, если вы услышите эту фразу, либо увидите этот красный флаг, лучше прислушаться. А теперь представим, что море сегодня спокойное. Волны небольшие, солнце светит, и кто-нибудь выходит из воды со словами «El agua está buenísima». Вода просто великолепная. Обратите внимание на слово «buenísima». Это превосходная степень. Испанцы очень любят такие усиления. Не просто «buena», а «buenísima». То есть вода просто идеальная. Но испанское море любит сюрпризы. Вы собираетесь зайти в воду. И вдруг слышите «está llena de medusas». Полно медуз. И вот это уже та фраза, которую многие туристы запоминают очень быстро. Потому что слово «медуса» — одно из самых полезных летних слов в Испании. Особенно на Средиземном море. Потому что вылавливать медуз в последнее время запрещается. А жалят они очень сильно, а в аптечке у спасателей нет никаких средств, чтобы вам помочь. Поэтому настоятельно советую запастись средством от укусов насекомых и медуз. После нескольких часов на пляже обычно происходит еще одна классическая ситуация. Утром вам казалось, что солнце не такое уж и сильное, а вечером зеркало показывает совсем другую картину. И тогда появляется фраза «me he quemado» – «я обгорел». И если вы проводите лето в Испании, то очень рекомендую запомнить ее заранее. На всякий случай, чтобы потом объяснить в аптеке, что вам нужно. Потому что следом, как обычно, идет фраза «ponte crema» – «намажься кремом». Здесь используется глагол ponerse, то есть буквально нанести на себя. И летом эту фразу можно услышать от друзей, от родителей, от спасателей, даже от совершенно незнакомых людей на пляже, которые замечают раньше вас ваш изменившийся на багровый цвет кожи. Потому что испанцы-то знают, насколько коварным может казаться солнце. Но если вы думаете, что после пляжа
день заканчивается, значит, вы еще плохо знаете Испанию, потому что летом настоящая жизнь начинается только после захода солнца. Именно тогда открываются террасы, заполняются площади и появляются фразы, которые невозможно представить без испанского лета. Давайте отправимся на вечернюю террасу. И первое, что вы обязательно услышите от друзей, соседей или коллег, но что «tomamos algo», дословно «мы выпьем что-нибудь». Но здесь важно понимать, речь не обязательно про горячительные напитки. Очень часто это просто означает «пойдем посидим», «встретимся, пообщаемся», «выпьем кофе», «воду», «пиво» или вообще что угодно. Это одна из самых типичных испанских фраз для приглашения. И если вечер удался, то потом появится другое, очень разговорное испанское выражение «vamos de terraceo» – «пойдем по террасам». Обратите внимание, слово «terraceo» появилось именно из испанской культуры террас, потому что для многих испанцев летний вечер – это не сидеть дома, а встретиться с друзьями, сменить пару мест, пройтись по центру города и провести несколько часов на улице. Поэтому «vamos de terraceo» – это уже не просто прогулка, а целый летний ритуал, особенно на юге Испании. И, наконец, когда вы находите хороший столик, приятную компанию, летний ветерок и холодный напиток, кто-нибудь обязательно скажет «qué gustazo» – «какой кайф» или более культурно «какое удовольствие». Очень испанская реакция на маленькие радости жизни. Причем использовать ее можно практически в любой ситуации. Но летом она в Испании обретает особый окрас. Дальше появляется фраза, которую испанцы просто обожают. «Se está de lujo». Здесь просто шикарно. Обратите внимание, испанцы часто оценивают не место, а ощущение от места. То есть «se está bien», «se está genial», «se está de lujo». Именно поэтому такая конструкция встречается постоянно в испанском языке. Но самое интересное начинается, когда после дневной жары наконец становится легче дышать. И тогда вы услышите «se está fresquito». Здесь прохладно. Для человека, который приехал из Северной Европы, эта фраза может звучать, очень странно, потому что испанец способен сказать «se está fresquito» даже при плюс 26 вечером. Но после дневных 34-38 градусов эти 26 градусов воспринимаются как действительно прохлада. И вот здесь мы подходим к еще одной очень приятной испанской традиции – «a la fresca», дословно «на свежем воздухе». Но в Испании это намного больше, чем просто выражение. Летом люди ужинают, разговаривают, встречаются на свежем воздухе, то есть проводят время на улице, наслаждаясь вечерней прохладой. Особенно это заметно в небольших городах и деревнях, где люди до сих пор выносят стулья на улицу, садятся прямо где попало, даже иногда на проезжей части, и общаются с соседями до поздней ночи. Но есть одна проблема. Испанские вечера заканчиваются намного позже, чем планируют многие туристы и приезжие. И в какой-то момент кто-нибудь смотрит на часы и говорит «Se nos ha hecho tarde», засиделись, или буквально «нам сделалось поздно». Очень полезная фраза, особенно если ужин начался в 9 вечера, а закончился он уже после полуночи. И, наконец, фраза, которую летом хочется говорить, как можно чаще. «Estamos de vacaciones». Наверное, это одно из самых приятных выражений во всем испанском языке, потому что летом Испания действительно меняется. Люди становятся спокойнее, меньше спешат, больше времени проводят с семьей и друзьями. И очень многие живут по простому принципу. «Ya veremos». Посмотрим. И если вы думаете, что на этом лето заканчивается, то нет. Потому что летом в Испании это еще и бесконечные праздники. Музыка, фестивали, концерты, фейерверки, танцы до поздней ночи. И слова, которые вы услышите только в это время года. Давайте посмотрим, как испанцы отмечают лето. Первое из самых полезных, пожалуй, выражений для вас будет «Hay verbena». Сегодня народный праздник. Или точнее, вечерний праздник под открытым небом. С музыкой, танцами, концертами. И иногда еще и с огромным количеством людей.
Поэтому слово verbena связано именно с летними гуляниями. И если этой ночью кто-то вам говорит «Esta noche hay verbena», значит вечером в городе будет довольно оживленно. И дальше вы почти наверняка услышите «Son las fiestas del pueblo» – в селе праздник. И вот здесь важно понимать, pueblo в Испании – это не только деревня. Так очень часто называют небольшие города и населенные пункты. Поэтому fiestas del pueblo – это местный праздник города. И летом такие праздники проходят буквально повсюду. Причем каждый город при этом гордится своими традициями. Где-то это концерты, где-то шествия, где-то проводят гастрономические ярмарки, а где-то люди гуляют почти до утра. И если праздник уже в самом разгаре, кто-нибудь обязательно предложит: «Vamos a ver los fuegos». Пойдем смотреть салют. Здесь fuegos – это сокращенный вариант от fuegos artificiales, то есть фейерверки. Испанцы очень часто убирают вторую часть выражения, потому что всем и так понятно, о чем идет речь. Но вместе с праздниками еще приходит одна другая вещь. Люди, очень много людей. И тогда появляется другое испанское выражение. El pueblo está a tope. Город переполнен. Здесь интересно выражение a tope. Оно означает на максимуме, под завязку, битком. Поэтому el pueblo está a tope значит, что людей сейчас столько, что свободного места почти не осталось. Особенно это актуально летом на побережье, когда население некоторых городов увеличивается в несколько раз. И очень забавно наблюдать картину, как местные из крупных городов, особенно таких как Барселона и Мадрид, уезжают в деревню к родственникам, либо в свои апартаменты на пляже, в то время как эти города заполняются туристами. Также эту фразу можно сказать и другими словами. Esto está lleno de gente. Здесь полно людей. Причем использовать ее можно практически везде. На пляже, на концерте, на рынке, на площади, в ресторане. То есть буквально это место заполнено людьми. Очень полезное выражение, которое пригодится вам в Испании не раз. И вот если вы понимаете такие слова и выражения, вы начинаете понимать, как испанцы проживают лето. Потому что язык – это всегда отражение жизни той страны. А лето в Испании – это всегда море, террасы, праздники, поездки и бесконечные разговоры до поздней ночи. Поэтому, если вы собираетесь провести свой отпуск в Испании или уже живете здесь и хотите чувствовать себя уверенно в любой бытовой ситуации, записывайтесь на мои индивидуальные занятия. Мы разбираем именно тот испанский, который реально используется каждый день, а не только встречается в учебниках. А на сегодня это все. Помните, что на этом канале видео выходят 2 раза в неделю, по вторникам и пятницам. А в разделе «Сообщество» вы найдете много полезных слов и фраз на каждый день для жизни в Испании. Также не забывайте и про другие мои соцсети, потому что в каждой из них я публикую различную информацию, посвященную Испании и испанскому языку. А на сегодня это все. Спасибо, что были со мной. До скорого в эфире. Hasta pronto!